Okay, so we're at day three here of Prabhupada Katha. Oh. Hare Krishna. Сегодня уже третий день Прабхупада Катхи. And we have 2 more days. И у нас есть еще 2 дня. I'm sure I'll see you all for the next 2 days. И я уверен, что я всех вас также увижу еще в течение 2 дней. Always see there's certain kind of devotee, they have attachment for Srila Prabhupada. Всегда радостно видеть, что определенные преданные, у них очень развита привязанность к Шриле Прабхупаде. And I see they're eager to hear about Prabhupada from any source. И я вижу, что они обладают жаждой слушать о Шриле Прабхупаде из любого источника. And in my opinion, you're in a very safe place when you have that attachment to Prabhupada. И я считаю, что вы в очень безопасном месте, поскольку вы привязаны к тому, чтобы слушать о Шриле Прабхупаде. That was my experience in being with him. Prabhupada never let you down. He never let me down. Это такой мой опыт, что за все мое время общения со Шрилой Прабхупадой он ни разу меня не подводил. And I seen practically, Prabhupada would accept a follower, he would accept a disciple. It was an eternal relationship that he would never break. И на практике я видел, что когда Шрила Прабхупада принимал учеников, то это были те внутренние отношения, которые он никогда не разрывал. Of course, we can break it. Мы, конечно, можем разорвать эти отношения. But even his compassion is so great. Even we broke it, he takes you back. Но сострадание Шрилы Прабхупады настолько велико, что даже если мы сами разрывали отношения с ним, он забирал нас обратно. I see even my god brothers, god sisters, sometimes we get into this state where we think that Prabhupada is not there because of our own difficulties. Я видела это на примере своих духовных братьев и сестер, что иногда в трудные моменты нам кажется, что Шрила Прабхупада не с нами. But I saw with Prabhupada, he was so unique because he would chastise someone about something. Но Прабхупада был уникален. Бывало, он кого-то за что-то отчитывал. Could be something very big, something that they did could involve selling a temple, whatever it could be. He could chastise someone. И это бывало за очень серьезные проступки. Например, кто-то мог продать храм или еще что-то. И Шрила Прабхупада сильно отчитывал за это. But he never brought it up again. Once he did it, it was finished. It was in the past. Но он больше никогда не припоминал это своим ученикам. Когда он однажды уже отчитал кого-то за определенный проступок, все, на этом все заканчивалось, это оставалось в прошлом. It was processed, he told you, and he would never say it again. Это действительно было так. Он говорил вам о чем-то, но больше никогда уже не поднимал этот вопрос. He would never say, you remember 5 years ago you did the same thing. Он никогда никого не упрекал и никогда не говорил, что «а вот помнишь, ты 5 лет назад такое натворил». If you've been married for some time, you've probably experienced that with your spouse. Если вы уже какое-то время состоите в браке, возможно, вы сталкивались с таким явлением со стороны вашего супруга или супруги. I'm very experienced in household life. Я с этим сталкивался, у меня очень большой опыт семейной жизни. You see someone can bring something up with the same emotion when it happened 20 years ago. Бывало, что человек с такими же эмоциями поднимал вопрос, которому уже 20 лет. But Prabhupada never did that. Once it was done, always in the present. Но Прабхупада так никогда не делал. Если он за что-то отчитал, все, это оставалось в прошлом, а настоящее — это настоящее. One of Bhaktivinoda's Thakur's poems, there's a famous line, it's quoted very often. Есть одна очень известная строка из баджана Бхактивинода Тхакура. He says, "Forget the past that sleeps." Он говорит: забудьте о прошлом, оно спит. And of the future never dream at all. И о будущем вообще никогда не мечтайте. You live in times that are with thee. И живите в те времена, которые с вами сейчас. And progress you will call. И прогрессируйте. It's all we have, you say, is the present. То есть, другими словами, он говорит, что
настоящее — это все, что у нас есть. That's why we say in English, present means two things. Huh? You can give someone a gift. It's a present. И в английском слове слово present, оно обозначает, по крайней мере, две вещи. Это настоящее, это также подарок. То есть вы можете дать что-то кому-то. So we say present. Present means now. So that's a gift. И если мы говорим слово present, это значит сейчас, то есть это подарок. It's all we have. You don't have anything else. Это все то, что у вас есть, у вас больше нет ничего. So right now, we have a present for everyone present here. И прямо сейчас у нас есть подарок для всех, кто здесь присутствует. We'll do it for all those that come on time. So you can go around now. You can explain to them. These were Prabhupada's slippers when I was with him. И это тапочки Шрилы Прабхупады, и они сохранились у меня с тех пор, когда я служил ему. But he wore these slippers on a Japan Airlines flight. И Шрила Прабхупада носил эти тапочки на рейсы японских авиалиний. Because at that time they would put slippers in there, they put earplugs in there, mask in there. Потому что в те времена авиакомпании обязательно предлагали каждому пассажиру беруши, предлагали тапочки и маски для сна. So I took Prabhupada's shoes off and I put the slippers on for the flight. Поэтому я снял со Шрилы Прабхупады обувь и надел на него тапочки. So these are the slippers. И это как раз и есть эти тапочки. I managed to keep them. Мне удалось сохранить их. So Bhakti Tim here is in charge of all the men. He's gonna like that on your heads. И We're Бхакти... gonna put them in here, right? As you like. And then the ladies, you also. In fact, we'll do the ladies first. Because Prabhupada said ladies first. So И Матаджи достанутся эти тапочки you первые, just have to go around or поскольку go for the head. поскольку Шрила Прабхупада всегда говорил, что I don't know. Yes, go on. Okay. So see, I bring them because that way you get Prabhupada. я принес их, потому что так вы получаете Шрилу Прабхупаду. And tomorrow we'll bring our Govardhan Shila. We'll talk a little bit about Govardhan tomorrow. И завтра я принесу Говардану Шилу, завтра мы немного поговорим о Говардхане. All right. So let her do that and we'll begin. And it's very interesting because at lunchtime I was sitting with Niranjan Maharaj. Очень любопытно, мы сегодня обедали вместе с Ниранджаной Махараджем. And he said to me, "Did you tell the story about Prabhupada's feet?" И он спросил меня, а ты рассказал историю о стопах Шрилы Прабхупады? So what story? He said, sticking out of the aisle. И он говорил, та историю, когда... In the aisle on the airplane, I'll tell this story. So I said, no, I didn't tell this story. So I'll tell this story now. И Ниранджана с вами упомянул какую историю, и вот как раз Шрутакирти Прабху расскажет ее прямо сейчас. So this was another plane. So Prabhupada, there were always 3 seats. Prabhupada would sit next to the window. И always. Эта история также произошла на борту самолета. Как вы знаете, в самолетах есть 3 сиденья. Шрила Прабхупада всегда сидел рядом с окном. I never asked him why. He always sat at the window. He didn't look out the window very much, but he always sat at the window. Я никогда его не спрашивал, почему он сидит рядом с окном. В окно он особо не смотрел, но сидел он всегда именно рядом с окном. Also on Rath Yatra, his Vyasa-san was always at Subhadra's cart, Lady Subhadra's cart. Another thing I don't know why. И на любой Радхаятре Шрила Прабхупада всегда находился на колеснице Субхадры. Я тоже никогда не понимал, почему это так происходит, но всегда он был именно там. So on this flight, it was a very long flight, 12 hours. Это был очень долгий перелет, целых 12 часов. So what we would do, myself and the secretary, we would go and sit behind Prabhupada. Мы всегда с секретарем сидели за Шрилой Прабхупадой, so he could lie down. Чтобы он мог прилечь. So Prabhupada, he was lying down, so his head was by the window on a pillow. И Шрила Прабхупада прилег, и он всегда ложился головой к окну, его голова была на подушке.
and his feet were out into the aisle under the armrest, so they were sticking out that far into the aisle. His feet were there. И вот его стопы, они были они были на сиденье, которое расположено рядом с проходом, и они немного выступали за это сиденье. And we were sitting right behind him. А мы сидели прямо за ним. So we're watching Prabhupada's resting, and people are going back and forth to the bathroom. И мы смотрим, что Шрила Прабхупада отдыхает, а люди туда-сюда снуют в уборную. And they would rub up against Prabhupada's feet. И они соприкасались со стопами Шрилы Прабхупады. And we're like, we didn't touch Prabhupada's feet. Only I touched Prabhupada's feet. И у нас просто волосы дыбом вставали на теле. Мы даже никогда не прикасались к стопам Шрилы Прабхупады, только я к ним прикасался. We were told, devotees were told, don't write Prabhupada's letters because it interferes with his translating work. Don't tell him your problems. We always heard this. Мы всегда слышали, что не пишите Шриле Прабхупаде письма с жалобами. And don't touch his feet. И не касайтесь его стоп. So these people are walking back and forth and they're touching his feet. И вот эти пассажиры ходят туда-сюда, и они касаются стоп Шрилы Прабхупады. So we're saying they have no idea the benefit they're getting walking by Prabhupada, getting his lotus feet. И мы думали, что, но они же даже понятия не имеют о том, какое они благо получают из-за того, что они касаются стоп Прабхупады. This is the pure devotee. So that was the story. Naranjan Swami, that was his favorite story. Это была любимая история Ниранджаны Махараджа. He's attached to Prabhupada's feet. Он привязан к стопам Шрилы Прабхупады. And he loves to hear Srila Prabhupada's stories. Ему очень нравится слушать истории о Шриле Прабхупаде. It's a very secure place. И это наша безопасность. So, a few stories this evening. Another one devotee asked me, they said, did you tell the puffed rice story? Еще одна история. Тоже преданный подошел ко мне и спросил, а уже была история про дутый рис? This is nice because it includes flying in an airplane and prasadam, two of my favorite things to be with Prabhupada, being in an airplane and prasadam. И эта история очень прекрасная, она мне очень нравится, поскольку в ней две составляющих. Это произошло на борту самолета, и это история о прасаде. Я очень люблю эти составляющие. See, back in 72, 73, sometimes when we would fly on the airplane, we would bring prasadam from the temple. Go ahead. В 1972-73 году, когда у нас были перелеты на самолете, мы брали с собой прасад из храма. But we also accepted the vegetarian plates. Но мы также брали то, что готовили вегетарианское на борту. So one time I'm always sitting next to Prabhupada. И однажды я сидел рядом с Прабхупадой, я всегда сидел рядом с ним. I was so comfortable sitting next to him. I just did whatever I thought of doing. И мне так комфортно было сидеть рядом со Шрилой Прабхупадой, поэтому я делал все то, что приходило мне в голову. I was very comfortable next to Prabhupada. Somehow or other, I was comfortable. Так или иначе, я не чувствовал неловкости в присутствии Шрилы Прабхупады. So now we have these airplane vegetarian plates in front of us, and we have prasadam. There's puris and potato eggplant sabji. И у нас перед нами стояли тарелки с едой. Первая тарелка это была вегетарианская еда с риса, вторая на ней был прасад, это были пури, это было сабджи из картошки и баклажан. See, because it travels well, it's not wet. You need dry vegetable, dry sabji and puris. Very easy for the airplane. И в дорогу нужна еда, которая не портится. Это предпочтительно сухая пища, поэтому сабджи было из сухих овощей, и пури, разумеется, сухое. So now Prabhupada starts taking prasadam. И вот Прабхупада начал вкушать прасад. So I start taking prasadam. И я тоже начал. I say, Prabhupada never said prayers, no Surya Vijayal Jatendriya Tahikal, none of those things. He'd just take prasadam. И Шрила Прабхупада никогда не повторял стандартную молитву перед прасадом. Он просто принимался за прасад. So
he's concentrating on puris and sabji. И Шрила Прабхупада сосредоточился на пури и на сабджи. But in front of me there was a dinner roll. Но передо Dinner мной, roll. Bread. Yeah, a dinner roll, nice hot dinner roll. но передо мной лежало очень красивое вкусное блюдо. From Prabhupada, from a child, he was eating puris. Шрила Прабхупада с детства ел пури. From a child, I was eating bread, dinner rolls. А я с детства ел хлеб, который как раз и стоял прямо передо мной. You know, you had French, Italian, but dinner roll was. So I get the dinner roll, I put butter on it, and start eating. И вот там передо мной лежали разные сорты свежевыпеченного хлеба, там французский, итальянский. И я намазала его маслом и стал его уплетать с аппетитом. I'm not even thinking. Prabhupada's right next to me. He's seeing everything I do. И мне не пришло в голову, что рядом со мной прямо сидит Шрила Прабхупада, и он видит все, что я делаю. Bread, I love bread. Я обожаю хлеб. So finally he looks at me. И в итоге Шрила Прабхупада посмотрел на He меня said, "How can you eat that dry bread?" и спрашивает меня, ну как ты можешь есть этот сухой хлеб? He said, "We have these wonderful puris fried in ghee. Посмотри, у нас такие вкусные пури, они на гиб. How can you eat that bread?" Как же ты можешь есть этот хлеб? I just. Я не нашелся, что ответить. He gave me his bread. И Шрила Прабхупада дал мне свой хлеб. I like bread so much. He said, "Here, have my bread." И мне так нравился хлеб, что Шрила Прабхупада говорит, вот, держи But мой хлеб. he couldn't understand what I liked about this dry bread. Но ему было невдомек, что же мне так нравилось в этом сухом хлебе. So then we're on a different flight. И вот мы летели другим рейсом. So now we're having prasadam, or temple prasadam, and again it's puris and sabji. И мы снова вкушали прасад, приготовленный в храме. Это были пури, и это было сабджи. So now Prabhupada's eating puri. Prabhupada loved prasadam. И Шрила Прабхупада снова вкушал пури. Шриле Прабхупаде очень нравился прасад. Because it's Krishna. Потому что это Of course he Кришна. loved prasadam, and he loved very tasty prasadam. Конечно же, ему нравился прасад, и Шрила Прабхупада очень любил вкусный прасад. Did not like boiled vegetable, steamed vegetables. Шриле Прабхупаде не приходились ко вкусу приготовленные на пару овощи или вареные овощи. Many of his servants tried to influence him according to their own taste. И многие слуги пытались повлиять на Шрилу Прабхупаду, отталкиваясь от своих личных вкусов. One devotee, Govinda Dasi, she was giving, for his health, because he had been sick, she was giving steamed vegetables. И одна его ученица, Говинда Даси, кормила его вареными овощами, потому что Шрила Прабхупада до этого довольно сильно болела, и она беспокоилась о его здоровье. Prabhupada said it was starvation diet. Шрила Прабхупада сказала, что это диета голодания, Starvation diet. что это диета, на которой можно умереть с голоду. Then his had a servant, he was very health conscious. И у него был слуга, который очень большое внимание обращал на здоровье. He would eat lots of raw foods. И этот слуга любил есть... Come on, lots of devotees here. И этот преданный любил есть много сырых овощей. It's called loyum, greedy for Prabhupada. Вот лаульям — это жажда обрести Шрилу Прабхупаду, жадность. That's a good thing. Хорошее это очень, это хорошо. Raw vegetables, yes, raw vegetables. So he gave Prabhupada a nice big salad, alfalfa sprouts on it, you know. И этот преданный, который очень беспокоился о здоровье, он приготовил Шриле Прабхупаде такой интересный салат, там были разные овощи. And Prabhupada said, very good, very healthy. Шрила Прабхупада сказал, да, очень хорошо, очень полезно для здоровья. Very nice diet for a yogi diet. Очень хорошая идея для йоги. So the next day he comes in, the servant comes in, so Prabhupada, I'll make you like yesterday.
И на следующий день слуга приходит к Шриле Прабхупаде и говорит: Прабхупада, ну что, приготовить вам, как вчера? No. Шрила Прабхупада сказал: нет. He said, I've been eating what I want my whole life. Он сказал: я ел то, что хочу всю свою жизнь. And I'm not going to change now. И сейчас я меняться не собираюсь. I feel very much the same way at this point in my life. И я сейчас, в данный момент своей жизни, очень придерживаюсь точки зрения Шрилы Прабхупады. And that's the very first principle of Ayurvedic lifestyle. И это один из самых основоположных принципов жизни по аюрведе. It's just like Krishna consciousness. So many rules and regulations, but there's really only one. Как в сознании Кришны есть очень много правил и предписаний, но есть одно самое главное. Our philosophy: always remember Krishna, never forget him. That's it. Наша философия такова: всегда помните о Кришне, никогда не забывать его. Вот и все. Ayurveda is you have to like what you eat. Принцип аюрведы: нужно, чтобы вам нравилось то, что вы едите. Because if you don't like something, you're not going to digest it. Doesn't matter how healthy it is. Потому что если вам что-то не нравится, то независимо от того, насколько это полезно для здоровья, вы это не переварите. And Prabhupada made it even further. И Шрила Прабхупада даже дальше развинул эту тему. And the best principle for Ayurveda is you cook for yourself. Самый лучший принцип аюрведы: вы готовите для себя. Because he said, no matter how much garbage it tastes, you'll think it's good. Потому что, как сказал Шрила Прабхупада, даже если это на вкус отвратительно, просто как мусор, все равно это вам понравится. Because you cooked it, it must be good, right? Ну, раз вы готовили, должно быть это вкусно, правильно? So that was the other point. Вот это был еще один такой важный момент. So now Prabhupada's on the airplane. И вот Шрила Прабхупада сидит в самолете And he's eating his puris and sabji. и ест пури и сабджи. He looks at me. И Шрила Прабхупада посмотрел на меня. He said, I'm sorry. I said puris. He was eating chapatis. Простите, он ел чапати. Chapatis. Чапати. So he's eating and he said, when I was young, I would never eat chapatis. И он мне сказал, что когда я был молодым, я бы в жизни не ел чапати. Prabhupada was a very spoiled child. Да, Прабхупада был очень избалованным ребенком. Admittedly, he said he was a spoiled child. He was loved so much. И он признавал, что он был очень избалованным ребенком, потому что его очень-очень любили. And just as a clue, for all you people with children, all you devotees with children, И теперь один такой совет для всех преданных, у которых есть дети. when you have the questions, how to make them devotees, how to get them to chant, Когда вы задаетесь вопросом, как их превратить в преданных, как заставить их повторять, how to stop the teenagers from smoking and drinking, как не дать подросткам удариться в курение и в выпивание, Prabhupada, read his books, read about his life, and you'll know what to do. почитайте книги о Шриле Прабхупаде, почитайте о его жизни, и вы будете точно знать, что нужно делать. Your children, they don't learn by what you say, they learn by what they see. Дети не учатся, когда они слышат, что вы говорите. Они учатся, когда они видят, что вы делаете. If you want them to be nice devotees, you have to be nice devotees, that's all. Если вы хотите, чтобы ваши дети выросли хорошими преданными, вам самим нужно быть хорошими преданными. Вот и все. If you do that and you love them no matter what they're like, they'll turn out very nice. И если вы будете такими хорошими преданными, если вы будете подавать им примеры, если вы будете любить своих детей, независимо от того, каковы они, вы обязательно будете успешны. No amount of force will work. Ничего не поможет, никакая сила или принуждение. In fact, it'll have the opposite effect. На самом деле эффект у этого будет с точностью да наоборот. Many of our first generation children, they don't chant japa because they were forced to chant japa as children. И многие из первого поколения детей преданных не повторяют круги, потому что их заставляли повторять. So they love kirtan. Им нравился киртан. You'll see them chanting in the temple rooms 24 hours. They love kirtan, but they have this bad feeling because it was forced on them.
И они очень любят киртан, они готовы петь киртан 24 часа в сутки в алтарной, но из-за того, что их принуждали повторять им, это дается очень сложно. Okay, that's just a little side note in raising children. Just love your children. They're devotees. Это небольшое отступление, небольшой совет по поводу воспитания детей. Любите своих детей, потому что они преданные. And they're in your care. You're supposed to take care of them. И они вверены вам в заботу, вы должны о них заботиться. Prabhupada was never hit. Шрилу Прабхупаду никогда не били. Very opposite. He said, I told you, when he said at nighttime, 5 years old, he said, I want puris. И Шрила Прабхупада рассказывал как-то, что когда ему было 5 лет, он по ночам требовал пури. So finally, 3 times, mother says, no, I want puris, no. И 3 раза так продолжалось. Его мама говорила, нет, а Шрила Прабхупада настаивал, нет, хочу же пури. Then the father said, if he wants puris, you give him puris. И потом отец на это отвечал, если он хочет пури, дай ему пури. Then Prabhupada said to me, perhaps my father knew. И тогда Шрила Прабхупада сказал мне, быть может, мой отец знал. So you should all think your children are going to be like Prahlad Maharaj and you raise them like that. И вы все должны готовиться к тому, что, может быть, ваши дети, как Прахлада Махарадж, и надо их воспитывать должным образом. But all you have to do is set a nice example and they'll turn out very nice because they're your children. Но единственное, что вам нужно сделать, это подавать прекрасный пример, и тогда все обойдется хорошо, потому что это же ваши дети. They're like little yous growing up. I saw my son. Anyway, we'll move on. Okay. We'll go back to the puris. Итак, мы возвращаемся к теме пури. So Prabhupada's eating chapatis now on the plane. He said, I would never eat chapatis. И Шрила Прабхупада ел чапати в самолете, и он говорил, что я в жизни никогда не ел чапати. He said he was an adult. He was in his 30s. He refused to eat chapatis. He had to have puris. И когда он уже вырос, когда ему было около 30 лет, то он все равно отказывался есть чапати и ел исключительно пури. Just think, this is Prabhupada's society. Вот просто подумайте, такое было общество Шрилы Прабхупады. This is what he introduced to us. Это то, что он представлял нам. But now he's relishing this chapati on the plane. He said, I never ate them. И тогда в самолете он ел чапати, они ему очень нравились, и при этом он говорил, что до этого он их никогда не ел. Then he started telling a story. And when Prabhupada would tell a story, he would become the person, each person he's describing, he would become very dramatic. И когда Шрила Прабхупада рассказывал какие-то истории, то он вживался в роль каждого участника этой истории, и он был очень артистичен. So he said, sometimes we would go to people's houses, we were guests, we would go to houses for dinner. И он рассказывал, что иногда мы ходили в гости на ужин к разным людям. And he would say, then of course, lady of the house, she would want to put chapatis down. И хозяйка хотела предложить гостям чапати. And of course, you go, Vaishnava, you have to eat everything on your plate. И, конечно же, по вайшнавской культуре, если вы приходите в чей-то дом, вы должны съесть все, что лежит на вашей тарелке. But he said, they're giving me puris. Chapati. He said, I can't eat a chapati. И Шрила Прабхупада рассказывал, что когда мне на тарелку собирались класть чапати, то я говорил, что я не могу есть чапати. He said, what to do? He said, they're offering me chapati. И он говорил, что же мне делать? Они мне предлагают чапати. He said, and if I say no, they'll say, oh, are chapatis not good enough for you? И Шрила Прабхупада говорил, что если бы я им сказал нет, то они бы возмутились, что чапати наши не так уж хороши, не подходят тебе, да? So he's just absorbed in this whole story as we're 5 miles in the air traveling. He's telling about all these chapati stories. И вот Шрила Прабхупада полностью погрузился в историю чапати, в то время как мы летели высотой 5 миль над землей, он с увлечением рассказывал мне историю о чапати. I missed that very much. И я поэтому очень скучаю, мне этого очень не хватает. This is what we live for. И это то, ради чего мы живем. So he kept saying, oh, you can't eat my chapatis.
He said, what could I do? I couldn't eat it. He said, I refused to eat a chapati. И Шрила Прабхупада говорил, что поэтому я отказывался, я не принимал чапати, и я ничего не мог поделать, я просто не ел их. My servant, he said, then I had one servant, and he said, let me make you a chapati. He said, you'll like it very much. Let me make you. И тогда Шрила Прабхупада рассказывал, что у него был слуга, который предложил ему: давай я приготовлю тебе чапати, давайте я приготовлю вам чапати, вам они точно понравятся. He'd just say no. И Шрила Прабхупада на это ответил: нет. But he said he kept asking every day, please let me make you chapati. I know you'll love the chapati. И слуга настаивал каждый день, просил: пожалуйста, позвольте приготовить вам чапати, я знаю, что вам понравится. So finally I said, okay, make a chapati. И в конце концов Шрила Прабхупада сказал: хорошо, готовь чапати. He said, so then he made a chapati, puffed up, ghee on top. И потом слуга приготовил чапати, которые полностью вздулись, как шарики, и потом он смазал их ги. He said, and it was so good. Шрила Прабхупада сказал: было так вкусно. So he's been eating chapati ever since. Every day I made him chapatis. Every day, 4 to 8 chapatis he would eat. Every day. И Шрила Прабхупада сказал, что с того самого дня я очень люблю чапати, мне очень нравится. И Шрутакирти Прабху каждый день готовил Шриле Прабхупаде чапати, он съедал по 4-8 чапати. He'd run in with hot chapati. И я вбегал в его комнату, и у меня было чапати с пылу жару. All my chapatis puffed up. It was a miracle. Это было чудо. Все мои чапати вздувались. It wasn't my miracle. Prabhupada had to have good chapatis. И чудо было не во мне. Просто не могло быть по-другому, чтобы Шриле Прабхупаде не доставались дутые чапати. So someone, whoever helped, they all puffed up. Then you would put ghee on the top, on a little plate, and you'd run back into Prabhupada's room with his next chapati. И чудом все чапати вздувались, и как только чапати вздувалась, я сразу же намазывала его ги, быстро клал его на тарелку и бегал к ним, с ним в комнату, к Шриле Прабхупаде, и потом бежал делать следующее. You slide it on the plate, you offer obeisances, you run back out of the room, and you keep doing it until he goes. И я вбегал в комнату, кланялся, предлагал поклоны, ставил тарелку, потом снова предлагал поклоны, бежал готовить следующее, и так снова и снова и снова, пока голова не шла кругом. Every chapati you bring in, you get little more bliss. И каждый чапати, которое вы приносили Шриле Прабхупаде, он съедал. Imagine, we all have this, huh? Только представьте, это доступно каждому. Prabhupada's here. Прабхупада здесь. You can cook for him, Вы можете для него готовить. nourish him. Вы можете предлагать ему пищу. I never thought about it. Я никогда об этом не думал. This is why mother is the greatest. And Prabhupada said, better half. И поэтому мать — это самое лучшее, как Шрила Прабхупада говорил, лучшая половина. How do you know Krishna? Как вы знаете о Кришне? Prabhupada asked me that once Однажды Шрила Прабхупада спросил меня: как ты можешь знать Кришну? in Perth, Australia. И это было в Австралии. He was translating the 5th canto of the Universal Creation. Он переводил 5-ю песнь «Мироздание», творение мироздания. So one morning, И однажды утром, 5 o'clock in the morning, в 5 утра, he rang his bell. он позвонил в колокольчик. I went in, he said, go get Paramahamsa, come back. И Шрила Прабхупада мне сказал: бегом иди за Парамахамсой, возвращайтесь. So he read to us what he was translating. И он прочитал нам то, что он переводил. And it described the moon is further away than the sun. И там речь была о том, что Луна дальше, чем Солнце. So when he read that, he called us in the room. Когда он это прочитал, он позвал нас к себе в комнату. He said, now I am convinced they never went to the moon. И он сказал: вот теперь я точно знаю, что никто не летал на Луну. He was always convinced,
But now he was convinced, he said. Он всегда был убежден, но он сказал, что теперь я точно убежден. Why was he convinced? И почему же он был убежден? He was extra convinced. Он был сверхубежден, Because he read it in Srimad Bhagavatam. потому что он прочитал это в Шримад Бхагаватам. This is what it requires to be Krishna conscious. Вот что такое быть сознающим Кришну, вот что для этого нужно. There's no question of doubt for a devotee. Преданный никогда не сомневается. Maybe we don't understand, Может быть, мы не понимаем, but there's never any doubt in what we read in Shastra. но у преданного никогда не возникает сомнений по поводу того, что он читает в Шастре. That's what I saw that morning. That conviction that Prabhupada had. That's what he said. Now I'm convinced. И вот это я увидел тогда утром, когда Шрила Прабхупада сказал, что теперь я твердо убежден. Because it was there thousands, millions of years ago. It's recorded there. Потому что этому было доказательство, записанное сотни миллионов лет назад. But that led to something else. Но за этим последовало что-то другое. So that was 5 o'clock in the morning. Было 5 утра. Now it's 11 o'clock in the morning. И потом стало 11 утра. It's time for massage. И время было массажа. So I'm behind Prabhupada massaging his back with mustard oil. И я массировал спину Шрилы Прабхупады горчичным маслом. So I'm not seeing his face. I'm behind him. И я не видел его лица, я стоял у него за спиной. Very often he would talk to me while I was behind him. Очень часто он говорил со мной, когда я стояла у него за спиной. Maybe it was just circumstance. Может, так обстоятельства складывались, но так или иначе. So he said to me, "What will the scientists say?" И он сказал мне, а что бы сказали ученые? If you want to know who your father is, Если вы хотите узнать, кто ваш отец, the only way to know by the mother. единственный способ, как это можно узнать, спросить у матери. Who's the mother? Кто мать? Shastra is your mother. Шастра — это ваша мать. So that's what he was saying to me. He didn't say that. He said, "How do you know the father? Only by your mother." Это то, что говорил мне Шрила Прабхупада. Он мне сказал, что единственный способ, как можно узнать, кто ваш отец, это спросить у матери. Then he said those very dangerous words to me. И потом он сказал такие очень опасные слова. He said, "What would the scientists say?" Он меня спросил, а что бы сказали ученые? I'm not a scientific mind. Я не очень расположен к научному складу ума. So, realizing I was taking on this scientist role, И вот, понимая, что мне нужно будет вжиться в роль ученого, I went to the most simple place. я решила отталкиваться от самого простого. I said, you'll have to believe your mother's telling the truth. Я сказал, надо поверить в то, что мать говорит правду. It was not the right answer. Но ответ был неправильный. It must be the truth. Это должно быть правда. How can it not be? It's your mother. It must be the truth. Как же может быть иначе? Это же твоя мать. Как же это может быть неправда? He said, you have to accept it. Он сказал, ты должен принять это. So, of course, I got very upset. And now he's yelling at me. It must be the truth. I thought I was being a scientist. И вот я так очень расстроился, потому что Шрила Прабхупада стал на меня громко кричать. А я-то думал, что я играю роль ученого. So then he stopped. И потом Прабхупада замолчал. So after 2 minutes, he said the same thing to me. И 2 минуты спустя он мне повторил то же самое. He said, so, if you want to know who your father is, Он снова сказал, что если вы хотите знать, кто ваш отец, he says, you can only know through your mother. узнать можно только у матери. What will the scientists say? Что бы сказали ученые? I didn't know what to say. А я не нашелся, что ответить. He already yelled at me for what I said last time. Однажды он на меня уже накричал за то, что я сказал в предыдущий раз. But he's asking me again the same thing. Но он снова мне задавал тот же вопрос. I'm already very flustered. И мне уже было очень не по себе. He yelled at me. На меня накричали. I said the same thing. И я снова повторил то же самое. I said, you have to accept your mother's telling the truth because that's what
because that's what I felt was the right answer. И я тогда сказала, что надо поверить в то, что мама говорит правду, потому что я считал, что это правильный ответ на вопрос. I didn't understand what he was trying to say to me. И я не понимал, что Прабхупада пытался до меня донести. He said it must be the truth. Прабхупада сказал, это должно быть правда. He says you have to accept your mother. Ты должен принять свою He said мать. you have to accept Shastra. Ты должен принять шастру. He said if you don't accept, what are you doing here? Если ты не принимаешь, то что ты вообще здесь делаешь? Now he just asked me why I'm here because I don't accept. И вот Прабхупада мне задает вопрос, что я вообще здесь делаю, потому что я не принимаю. I said I accept, Prabhupada. Я сказал, я He said принимаю, you must Прабхупада. accept. Прабхупада мне говорил, ты должен принять. He said if you don't accept, you shouldn't be here. Если ты этого не принимаешь, тебе здесь не место. I'm behind him. А я все стою у него за спиной. Then he said, I don't want to discuss this anymore. Прабхупада сказал, все, не хочу больше это обсуждать. And I'm thinking, good, because I don't want to speak about this either. И я подумал, слава Богу, потому что я не был готов снова говорить на эту тему. This is not going in my favor. И аргументы складывались явно не в мою пользу. Then we didn't talk the rest of the massage. Но до конца массажа Шрила Прабхупада не проронил ни слова. And I was very happy he didn't say anything else because I didn't know what to say. И я был этому очень счастлив, потому что я действительно не знал, что ответить. But his point was, because of what happened in the morning, he was concerned. Но Шрила Прабхупада хотел донести то, о чем речь шла ранним утром, потому что его это беспокоило. You'll know why later on. But that was his concern, that I wasn't accepting it. И позже я понял, почему, но в тот момент Шрила Прабхупаду очень заботило то, что я не принимал это. So now, rest of the day goes by, he has his lunch, takes his nap. День шел своим ходом, Шрила Прабхупада пообедал, потом он отдохнул. Whole day goes by. Now it's nighttime. I'm giving him massage in bed at night. И прошел уже весь день, и был уже поздний вечер, я массировал его ночью. See, massage time was my special time. И когда я массировала Шрилу Прабхупаду, это было для меня очень особое время. So Prabhupada, sometimes he would just talk to you. И Шрила Прабхупада иногда просто говорил со мной. Whenever he talked to me, I would think, why is he talking to me? И каждый раз, когда Шрила Прабхупада говорил со мной, я задавался вопросом, а почему он вообще говорит со мной? Like I'm nobody. Я же никто. Everybody else was doing everything. Каждый другой человек, они все делали все. Is praising them, distributing hundreds and thousands of books. Другие преданные прославляли Шрилу Прабхупаду, они распространяли сотни тысяч книг. Opening temples, maintaining temples. Они открывали и поддерживали храмы. But he was talking to me, I could never understand. Но Прабхупада говорил со мной, и я никогда не мог этого понять. So now I'm massaging him at night. И вот я массировал его ночью. I said it was always best time. И я всегда говорил, что это было самое лучшее время. At lunchtime during massage, people could come in, secretary could come in, Sanskrit editor could come in. А во время обеда, когда я массировала Шрилу Прабхупаду перед обедом, то заходили люди, мог зайти редактор санскрита, мог зайти секретарь. But the nighttime, no one ever entered Prabhupada's room. Но ночью к Шриле Прабхупаде никогда не входил никто. So he let you think, I thought he was my Prabhupada. И тогда это мне давало возможность подумать о том, что он был моим Прабхупадой. So I'm massaging his legs. И я массировал его ноги. So after a few minutes, he said, so I had a servant. И спустя несколько минут Шрила Прабхупада сказал, итак, у меня был слуга. When the moon landing happened, Prabhupada had a servant. И когда была новость от высадки на Луну, у Шрилы Прабхупады был слуга.
They were watching it on television in London. Prabhupada saw it. И они вместе со слугой смотрели это по телевизору в Лондоне, и они видели это. Они видели все движения астронавтов. So what did Prabhupada compare it to? И с чем же сравнил это Шрила Прабхупада? He said, when I was a boy, he said there was a movie. A boy, maybe not a boy. He said, when I was young, there was a movie, King Kong. И Шрила Прабхупада сказал, что когда я был маленький, был такой фильм, назывался он «Кинг-Конг». I think the first King Kong movie maybe was 1933 or something. It was a silent movie. Этот фильм вышел где-то в 1933 году или что-то вроде того, и это было немое кино. King Kong, yeah. И вот Кинг-Конг держался за Empire State Building и на нем так качался. So Prabhupada remembered seeing King Kong hanging. He said, just like the movie, he said. И Шрила Прабхупада помнил этот эпизод из фильма, и он сказал, ну это было просто похоже на какой-то фильм. You know, now in the United States, more people believe they didn't go to the moon than they did go to the moon. И сейчас больше людей в Америке верят в то, что они не летали на Луну, чем те, которые верят, что не летали на Луну. Just like you come here to the Bhakti Sangam festival. Например, вы приезжаете на фестиваль Бхакти Сангама. So next year you come again because you had a good time. И в следующем году вы снова приезжаете сюда, потому что вам здесь нравится. They went to the moon, but then that was it. They never went back. Why? Они однажды слетали на Луну, и на этом все их путешествия закончились. И почему? If they went there just to say I went there. Они что, просто туда пошли, чтобы отметиться, и я там был? They never went back. Но обратно они что-то не возвращались. Now in the U.S., our president, he's going to go to Mars. А теперь, говорит Шрила Прабхупада, в США собрались на Марс. So Prabhupada said, I had a servant. И Прабхупада сказал, у меня был слуга. He said, when I told him that we didn't go to the moon, И когда я ему сказал, что никто не был на Луне, he said he couldn't accept it. Шрила Прабхупада сказал, что слуга не смог с этим смириться. He said, and he left. И он ушел. He said, you're not going to leave, are you? И Шрила Прабхупада у него спросил, ты же не собираешься уйти? All day he was worried that maybe his servant was going to leave because of what he said. И Шрила Прабхупада целый день переживал за то, что, может быть, у него слуга уйдет, потому что из-за того, что он сказал. He said so sweetly, he said, you're not going to leave. И он I said, no, Prabhupada. И он меня с таким чувством спросил, ты же не собираешься уходить? А я ответила ему твердо, нет, Шрила Прабхупада. I said, I don't care about them. It's not even in my thought processes. И я сказал Шриле Прабхупаде, мне нет никакого дела до Луны, я вообще этим вопросом совершенно не забочусь. He said, good. И Шрила Прабхупада сказал, хорошо. He said, Parikshit, I'm sorry, Sukadev Goswami, he said he's not giving a description of everything about creation. И Шрила Прабхупада сказал, что Шукадева Госвами не описывает каждую мелкую деталь творения. He says it's just a little description. Шрила Прабхупада говорит, это так, в общих чертах он описывает. He said we don't care about these things. И Шрила Прабхупада сказал, нам до этих деталей нет никакого дела. So we just want to love Krishna. Мы That's our просто goal. хотим любить Кришну. Вот это наша цель. So you just have to believe your mother. Everything she says is there, it's true. Поэтому просто должны верить вашей матери, что бы она ни говорила, это правда. This is what we have to develop, that implicit faith in Shastra and chanting Hare Krishna. Вот это должны мы взращивать в себе, чтобы у нас была такая вера в Шастру и в Кришну. That's what I always saw with Prabhupada. Это то, что я всегда видел в Шриле Прабхупаде. And he read his books over and over. И он снова и снова читал свои книги. And relished them so much. И Шриле Прабхупаде они очень нравились. Maybe we'll stop here for some questions. We'll maybe reserve the puffed rice story. Oh, we have another. Yes, Prabhu, what was it? About dancing stories. Oh, we might not do.
Anyway, I'm going to tell a story from this book. Итак, я расскажу историю из этой книги. Many of you don't know her. I was married to a Mekhala. She was my god sister. Может быть, кто-то из вас не знает, но я был женат на Амекхале, она была моей духовной сестрой. And anyway, she died 10 years ago. Так или иначе, она оставила тело 10 лет назад. But she also had some very nice association with Prabhupada. Но она также удостоилась возможности пообщаться со Шрилой Прабхупадой. She was the first woman to go to New Mayapur, France, when they opened the temple. Она была первой женщиной, которая поехала в Новый Майяпур во Франции. So she cooked for like 20 brahmacharis. She was in the kitchen cooking. И она готовила где-то 20 брамачари на кухне. And if you just do your service, wonderful things can happen. Если вы просто выполняете свое служение, происходят чудеса. So now Prabhupada came. И вот Прабхупада приехал. And he had his servant, Upendra, at the time. И в то время его слугой был Упендра. Who wasn't cooking. И Упендра не готовил. And Kishori was there. И там... Kishori. My god sister. И там была моя сестра Кишори. She cooked for Prabhupada very often. И она очень часто готовила Шриле Прабхупаде. So she told a Mekhala И она сказала Амекхале: to get chapati flour. Раздобудь, пожалуйста, муку для чапати. And that she could make chapatis for Prabhupada. Чтобы она могла приготовить чапати для Прабхупады. So this was 1976. In New Mayapur, which is in the country, so there's just little villages around. И это был 1976 год, и Новый Майяпур был в сельской местности, и вокруг были просто деревушки. So asking for chapati flour is very specific flour, the way it's ground, very fine. Мука для чапати готовится очень особым образом. So she couldn't find such flour. She got whole wheat flour. И Амекхала никак не могла раздобыть эту особую муку для чапати. But she was a young, 20-year-old brahmacharini at the time, and she was very frightened, and she didn't say anything to anyone. She made the chapatis. И в то время она была молодой брамачарини, ей было всего лишь 20 лет. Она боялась кому-то в чем-то признаться, поэтому она приготовила чапати на муке, которая была. So, she was finished. Kishori did her cooking. She made the chapatis, and they prepared the plate for Prabhupada. И вот она закончила приготовление этих чапати. Кишори также приготовила другие блюда, которые должна была готовить она. И вот они подготовили тарелку и принесли ее Шриле Прабхупаде. So then they finished, and they said to Upendra, "Here's a plate for Prabhupada." He said to a Mekhala, "You take it up." И когда они уже приготовили все, и тарелка была готова, то они позвали Упендру и сказали, что вот все готово, и Упендра сказала Амекхале: а ты сама ему отнеси. So Mekhala said, "No, I'm not going out to Prabhupada's room." И Амекхала сказала: нет, я ни за что не пойду в комнату Шрилы Прабхупады. Then Upendra, he said, "No, you can go up. He'll be taking shower, be taking his bath, so he won't even be in the room. Just put it on the table." И тогда Упендра сказал Амекхале, что ты все равно поднимись в его апартаменты, в это время он все равно будет принимать душ, поэтому он даже не будет в комнате, а ты просто поставь тарелку на стол и выйди. That wasn't true, though. Конечно же, это была неправда. So now she gets the plate. She's very happy to do more service. She goes up in the room. She opens the door, goes inside. She's holding the plate. И вот Амекхала, ни о чем не подозревая, обрадовалась еще одной возможности послужить, поднялась на второй этаж, открыла дверь и собралась уже ставить тарелку на стол для Шрилы Прабхупады. The bathroom door opens up. И вот открывается дверь в ванную. It's about 10 feet away, about 3-4 meters away. И это было где-то 3-4 метра от нее. It's a big room. Была большая комната. So she's standing there, frozen. И вот она стояла и замерла на месте. And Prabhupada standing, he has his gamcha on. И Прабхупада стоит в гамче. Always had his gamcha on. И на нем была только гамча. But just his gamcha. И все. And he looks at her. И он смотрит на нее. He says, "You couldn't find chapati flour?" И спрашивает ее: что, не нашлась таки мука для чапати, да?
No one knew except Amekhala. No one knew. Кроме Амекхалы об этом не знал From 10 никто. feet away, Prabhupada just knew. He knew. He didn't have to look. He knew. И вот Шрила Прабхупада с расстояния 3-4 метров сразу понял, в чем дело. Ему даже смотреть не надо было. She said, no, Prabhupada. И она ответила: нет, Прабхупада. He said, that's okay. He said, you put the plate down. И Прабхупада сказал: да ничего, не переживай, поставь тарелку. But he just read her mind. Но он просто прочел ее мысли. He always knew my mind. Он всегда знал, что у меня на уме. Fortunately, he didn't focus on it. К счастью, на этом он не But he концентрировался. could. Any moment, he knew what you were thinking. He knew what you were doing. Но в любой момент он знал, о чем вы думали и что вы делали. So after that, she went to New York City. И после этого Мекхала отправилась в Нью-Йорк. Now in New York City, they have 55th Street, 14-story skyscraper. А в Нью-Йорке есть улица, на которой были 14-этажные небоскребы. It's just not enough time to talk. Видите, не хватает времени, чтобы рассказать историю. So she was helping in the restaurant, Govinda's restaurant in New York. И Амекхала помогала в ресторане Говинда в Нью-Йорке. And there was one devotee coming. He was blooped. Fallen. He was fallen devotee. Fell down. И там был один преданный, который, был падший преданный, который приходил в ресторан. In the U.S. we would say bloop. Bloop, that's the sound you make when you fall into the water. Bloop. Это булькнувшийся. They say you bloop. Потому что звучит как бульк. So there was this devotee coming. He was a sannyasi cook for Srila Prabhupada. И этот преданный, он раньше был саньяси, он был поваром Шрилы Прабхупады. Now he had a beard, long hair. Теперь у него были длинные волосы, борода. He wasn't following any principles. Никаким принципам он не следовал. And he was complaining that because he became a devotee when he was 19 years old, now he missed his opportunity to be a rock star. И он жаловался на то, что он присоединился к движению, когда ему было всего 18, и он упустил свой звездный шанс превратиться в рок-звезду. So none of the devotees would talk to him because he was an offender, И преданные meat-eating offender. с ним особо не общались, потому что он в буквальном смысле был оскорбителем. But Amekhala was different. She saw he was a devotee, she knew him, and she was nice to him. Но Амекхала была другое. Она знала, что в прошлом это был преданный, и она с ним общалась вежливо. And despite everything, he still liked prasadam. Несмотря на все, этому падшему преданному все-таки нравился прасад. So he would come to eat, pay money to eat at the restaurant. И поэтому он приходил, платил деньги для того, чтобы поесть в ресторане. So now, all the devotees are in front of this 14-story temple having kirtan. И вот все преданные перед этим 14-этажным храмом пели киртан. And this devotee, he's walking up. He comes right to Amekhala. И этот преданный подошел прямо к Амекхале. He says, why are everyone here chanting? И он спросил: а что это все тут повторяют? She said, Prabhupada's coming. И на это Амекхала сказала: Прабхупада приезжает. So now she's nervous because he's standing right here. И вот теперь ей было немного не по себе от того, что он там стоял. And he said, I just came for prasadam. А этот преданный сказал: ну я так, зашел на прасад. Didn't care even to see Prabhupada. Ему не особо было дело для того, чтобы повидаться со Шрилой Прабхупадой. So now Amekhala is in anxiety. И вот Амекхала почувствовала действительно беспокойство. And of course, the car pulls up right then. Right after he comes, the car pulls up with Prabhupada in it. Ну, как обычно и заведено, как раз после того, как подошел этот падший преданный, сразу же подъехала машина со Шрилой Прабхупадой. So Tamal Krishna Maharaj is there, Adi Keshava Maharaj, the GBCs are there, and they open the door. Там Тамал Кришна Махарадж, Ади Кешава Махарадж, GBC открывают дверь. And they see this fallen devotee there too, and they're trying to get Prabhupada to move in a different direction. И вот они увидели этого падшего преданного и пытались как-то направить Шрилу Прабхупаду другой дорогой. And Prabhupada comes out of the car because he looks right at him. И Прабхупада выходит из машины, смотрит прямо на этого падшего преданного. And he walks right up to him. И подходит прямо к нему.
And Mekhala is standing right there. What's going to happen? А Мекхала стоит там и места себе не находит, и даже не может подумать, что сейчас случится. Prabhupada looks right at him. Прабхупада посмотрел прямо на этого преданного. He said, "So, you'll cook for me while I'm here?" И спрашивает его: ну что, поготовишь мне, пока я здесь? And the sannyasis are whispering, "Prabhupada eats meat. He's offensive. И He's offensive. He eats meat." They're telling Prabhupada he can't. Прабхупаде шепчут на ухо: Прабхупада, он ест мясо, он оскорбитель. We have cooks here, Prabhupada. Прабхупада, тут хватает поваров, не Prabhupada нужен вам looks этот right повар. at him again. So he said, "You'll cook for me while I'm here?" И вот Прабхупада снова смотрит на этого падшего преданного и спрашивает: ну что, будешь мне готовить, пока я здесь? He said, "Yes, Prabhupada." И он ответил на это: да, Прабхупада. So the whole time he was there, he cooked for Prabhupada. И все время, пока Шрила Прабхупада был в Нью-Йорке, этот преданный готовил для него. And who helped him cook? И кто же был помощником этого повара? The only person that ever was nice to him. Mekhala was cooking for И Prabhupada. этим помощником оказался единственный человек, который уважительно обращался с этим падшим преданным. И Мекхала, она помогала готовить для Шрилы Прабхупады. This is what the devotees do. Вот так ведут себя преданные. Mekhala left 10 years ago. А Мекхала ушла из этого мира 10 лет назад. She's 55 years old. Ей было 55. Because she could leave 10 years ago. Потому что она могла уйти 10 лет назад. She finished her business. Она закончила все свои дела. Because her heart was in the right place. Потому что сердце у нее было там, где нужно. We have to earn the ability to go back home. Нам нужно заработать, заслужить возможность вернуться домой к Богу. So after she left, I wrote a little book about her. И после ухода Мекхалы я написала о ней книгу. 3 months before she died, she had a fever of 42. За 3 месяца до ее ухода у нее была температура 42 градуса. Which means you should die. И это значит, что человек должен умереть. I mean, she would have, but she didn't. Она могла бы умереть, но она не умерла. She was forced to go into the hospital. Anyway, that's another story. Ее заставили отправиться в больницу, но это уже другая история. But I was sitting next to her. Но я сидел рядом с ней. And she closed her eyes and she started laughing. Она закрыла глаза и стала смеяться. And she opened her eyes. И она открыла глаза. I said, "Why were you laughing?" Я ее спросила: почему ты смеешься? She said, "I just saw Prabhupada. И она сказала: о, я только что видела Шрилу Прабхупаду. He was standing right in front of me." Он стоял прямо передо мной. She said he was beautiful. И она сказала: он был прекрасен. She said he didn't say anything, but he just looked at me and smiled. И она продолжала свой рассказ. Он не сказал мне ни слова, но просто посмотрел на меня и заулыбался. She says, and I could understand that he loved me. И она сказала: вот тогда я точно поняла, он любит меня. Then she said, "I always thought he was disgusted with me." Потом она сказала: я всегда думала, что он испытывает ко мне отвращение. This is what devotees think. What am I doing? I'm doing nothing for my spiritual master. Вот так думает преданный. Он думает: я не делаю ничего для своего духовного учителя. Imagine, and I know her life. Только представьте себе, и я знаю ее жизнь. She had a very difficult life. У нее была очень сложная жизнь. Anyway, now she saw Prabhupada came to her. Так или иначе, она увидела, что Шрила Прабхупада явился перед ней. Then she closed her eyes again. Она снова закрыла глаза. And she's giggling, laughing. И она стала смеяться. So I went, I got a pen and paper. I thought, something's happening. Я пошел, взял ручку, листок бумаги, я сразу понимала, что что-то происходит. And she opened her eyes. Она открыла глаза I said, what happened? и сказала: а что случилось? She was very sweet, very humble. Она была очень смиренной. She says, she said, I saw 2 boys. И она сказала: о, я увидела 2 мальчиков. She said, 2 beautiful boys. 2 прекрасных мальчиков. She says, it seemed like it was Mayapur. И она говорит: похоже, что дело было в Майяпуре.
And she said, one of them, they looked at me and they just started laughing. И она сказала, что эти мальчики посмотрели на меня и стали смеяться. And the one of them said, it's not your time yet. И один из них сказал: твой час еще не настал. And they ran away. И они убежали. Then she again fell out of И consciousness. вновь она потеряла сознание. And she's laughing. И она смеялась. Then she opened her eyes. Потом открыла глаза. I said, okay, who did you see? И я ее спрашиваю: ну, кого ты видела? She said, oh, she said it was a blue boy. И она сказала: о, это был мальчик, у него была голубая кожа. And he also said to me, it's not your time yet. И он снова мне сказал: твой час еще не настал. And he just ran away. И просто убежал. Anyway, she could have died right within hours. Так или иначе, она могла уйти буквально за часы, за считанные часы тогда. But some of the people, they weren't ready to let her go. Но некоторые люди еще не были готовы ее отпустить. And also, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, they all told her it wasn't her time yet. И Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда, все они вновь и вновь говорили, что еще ей не пора уходить. So they took her to the hospital. They pumped her with all kinds of antibiotics because she had sepsis from the chemotherapy. И ее доставили в больницу, ее обкололи всеми возможными катетерами, и в нее вливали литрами антибиотики, поскольку у нее начался сепсис от химиотерапии. So the next morning, this was midnight, so she woke up 8 o'clock in the morning. И те истории, которые вам это было в полночь, и она проснулась в 8 утра. Surrounded by her family, all her loving family members. И вокруг нее были ее любящие члены семьи. And she looked at us. Она на нас посмотрела. She was not in her body. She was talking from her, but she was not in her body. I don't know where she was. И показалось, что она говорит, но на самом деле она не присутствовала в своем теле. Мы не знали, где она. And she looked right at me. И она посмотрела прямо на меня. She said, I have relevance. И сказала: у меня откровение. That's the name of the book. I have relevance. That's what she said. И так и называется эта книга. У меня откровение. Вот это то, что она сказала. She said, I have relevance because Krishna loves me. Она сказала: у меня откровение, потому что Кришна любит меня. She had an experience. У нее был этот опыт. She understood. She was loved. Krishna loves her. Она понимала, что Кришна любит ее. She said, if Krishna didn't love us, why would he give us so much, so many books? Prabhupada, why would he give us all these things if he didn't love us? И потом она продолжила, и она сказала: если бы Кришна нас не любил, зачем бы он давал нам столько книг? Почему бы Шрила Прабхупада писал столько книг? And we're all looking at her. Мы все на нее She смотрели. said, and don't feel sorry for me. И она говорила: не надо меня жалеть. She said, I feel sorry for all of you because you're going to have to go through this. Она сказала: это я жалею всех вас, потому что вам придется через это пройти. She'd become completely transcendental in 8 hours. Just everything changed. И за 8 часов все поменялось, она стала полностью трансцендентной. And she knew people all over the world were praying for her. И люди по всему миру молились о ней. And Она she said, знала you об tell этом. them, she said, you tell them that I had a fever of 42. She said, but I'm here. She said, you tell everyone. И она сказала: вот расскажите всем, что у меня температура поднялась до 42 градусов, но я все еще здесь. So to make it very short, 3 months she suffered. И чтобы вкратце передать эту историю, она страдала 3 месяца. She had stage 4 non-Hodgkin's lymphoma, it started in her hips, so it breaks the bones. И у нее была 4-я стадия тяжелой лимфомы, которая началась в ее бедре, и это разъедало ее кости. For the next 3 months, I took care of her 24 hours a day. И последующие 3 месяца я заботился о ней 24 часа в сутки. She was my wife, but she became my god sister. She became Prabhupada's daughter to me. Она была моей женой, но для меня она стала моей духовной сестрой. Она была духовной дочерью Шрилы Прабхупады.
So I think I have to stop here. I've run over time. И, похоже, на этом не придется остановиться. Я уже исчерпал отведенное время. Anyway, at the time, 10 years ago, I printed 1,000 books. Но так или иначе, 10 лет назад я напечатал 1000 книг. Somehow or other, 200 of them wound up in Amsterdam. I brought them here. If anyone wants one, it's a very wonderful story, and it's very encouraging to see. И так или иначе, 200 экземпляров этой книги очутились в Амстердаме, и я привез эти книги сюда. Если вам интересно почитать, то, пожалуйста, ознакомьтесь с этой книгой, она очень воодушевляет. There's a lot of lessons in there for all of us about, especially about grahastha life, our children dying, what we have to do, what's in store for all of us. Потому что там есть очень много уроков, которые полезны для всех нас. Там идет речь о жизни грехастхи, о том, как воспитывать детей, о том, как умирать. Это то, через что нам нужно будет всем пройти. Is Anton here somewhere? He's already out there. So someone is sitting there with a book table. I'll be there. I'll sign. If anyone wants, please come and get one. И кто хочет, позже объявят, где Шрутакирти Прабху будет сидеть и подписывать книги. I was particularly eager to give them to those of you who knew Amekhala. И я очень хочу поделиться этой книгой с теми из вас, кто знали Мекхалу. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna.